Интереснейший. Только вот ракурс съемки паршивый. Интересно бы увидеть фото-видео самого процесса сканирования этих мумий. Странно, почему это не вошло в этот ролик. Начинают закрадываться мысли, что опять надули. Создатели фильма «Я вас ненавижу». Неужели нельзя было фотографии вывести на экран? Ну или хотя бы монитор к камере повернуть? Уроды! А делался ли ДНК-анализ? Очень было бы интересно посмотреть, что он показал бы. Привет, ребята. Хорошо. Попробуем исправить ошибки. Насколько это будет возможно.
Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я являюсь доктором, кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог. Преподаю доцент на кафедре челюстно-лицевой хирургии в Первом медицинском университете Санкт-Петербурга. В эту тему попал совершенно случайно. Профессор Коротков просто мой пациент. И когда я консультировал его по его проблеме по КТ, он просил меня посмотреть компьютерную томограмму и оценить то, что было. Так я попал в эту тему, потому что мне не понравилось КТ. Потом мы съездили в Перу, просили переделать их на новом аппарате. Ну, какой был в Куско, уже, к сожалению, там не такой хороший аппарат, но получилось так, что вот что получилось. И по новым компьютерным томограммам, которые нам прислали уже потом из Куско, вот получились очень интересные результаты, о которых я и расскажу. Но немножко расскажу про историю Перу, буду очень краток, потому что время нас поджимает, а слайдов очень много. Как вы знаете, в 1512 году на территории Перу, до 1512 года, было объединение разных племен, так создалось огромное поселение инки. Вождь, который их объединил, поставлен памятник, у него было 2 сына, одного из которых испанцы, придя туда, взяли в плен, посадили в здание и сказали, что если жители принесут золото столько поместится в это здание, они его отпустят. Жители собрали огромное количество золота, принесли, по историческим данным, испанцы плавили его 30 дней в слитке, днем и ночью, чтобы перевезти к себе в Испанию. Такое количество золота было. Но они убили все равно этого вождя. К ним пришел после этого другой вождь с початком кукурузы, оторвал зернышко кукурузы, положил на стол и сказал: то, что вы у нас собрали, это вот это зернышко, то, что у нас осталось, это кукурузина, но вы никогда это золото не получите. И на территории Перу существует легенда о том, что огромные запасы золота спрятаны где-то в горах, что племена инков спрятали его, и с тех давних времен многие поколения пытаются его найти. По количеству золота вы можете понять, сколько там было, если вы видите, вот в музеях представлены варианты одежды вождей, ну так как элементы, да, такие там без низа, например. Огромное количество золота, для чего, я не знаю, использовалось для каких там целей, но тем не менее. Бывая в музеях Лимы, мы увидели вот такие вот изображения. Очень странный вопрос, что это летательный аппарат или какие-то плавающие средства. Мы видели вот такое глиняное изображение, где трехпалое существо делает какую-то манипуляцию над другим трехпалым существом. Мы видим огромное количество изображений ковров, где присутствуют трехпалые существа. Вот такая плита сфотографирована, и изображение находится в интернете. Перед нами выступал Андрей Жуков, который рассказал о палеоконтактах, очень интересное изображение, да, где тоже есть присутствие. Почему это показываю? Понимаете, когда говорят, что я анализировал мумию инопланетянина, я категорически не согласен. И моя позиция какая? Мы анализировали не инопланетянина, мы анализировали какое-то биологическое существо, которое жило на Земле. Почему? Потому что, в отличие от Андрея Жукова, да, я не могу сказать, что там был летательный аппарат. Мы не видели его. Оно не вылезло из тарелки. Мы не видели осколков летательного аппарата. Может быть, там оно и было. Мы видели конкретно биологический объект, который нашли в пещере. Про пещеру отдельная тема, потому что если посмотреть старинные гравюры, мы с вами видим изображения кошачьих в большом количестве. Пума, леопарда, я не знаю, кто это был, но тем не менее. Более того, место, куда мы поехали, очень интересно, пока мы ехали в эту пещеру, находится на границе между Пальпой и Наско. Там ущелье такое вот. Мы заехали в город Ику, как раз музей, где находятся эти камни Ики. И у хозяина, вот у Эрнеста, у него лежал такой череп очень интересный. То есть мало того, что там есть в Паракасе музей отдельно для черепов, еще вот мы у него видели, это ребенок 11 лет, и как стоматолог могу сказать, 100% 11 лет, если не было никакого изменения генетического. Сейчас существует метод восстановления, знаете, по Герасимову, восстановления изображений лица по черепу, и занимаются очень много людей этим, и в том числе и в Америке занимаются. Марика. Ну, камни города Ики. Не буду останавливаться, только что перед нами выступала Татьяна, да, тоже показывала, поэтому были в музее, очень много странных изображений, при этом изображения довольно анатомические, вот видите, почки, например, изображены, есть изображения, показывающие какие-то операции на кишечнике, есть изображения, показывающие операции на сердце, причем с анатомическими подробностями. И когда мне говорят о том, что это наверняка, может быть, это было изъятие органов с целью там, каннибализма, да, вопрос, чем-то изображать тогда детально то, что ты съел. Ну, разрезал и съел. Ну, да. Зачем катетры какие-то водить? Просто вырвал и все. Изображение динозавров, то, что говорили, да, тоже Татьяна вот рассказывала про это, как раз вот про щитки, которые были в 95 году только открыты палеонтологами, они были там изображены.
То есть вот этот регион, он очень своеобразный. И если мы посмотрим на еще вот камни, видите, есть изображение кенгуру, изображение северного оленя в Перу, где температура, в общем-то, не для северного оленя совершенно. То есть либо это был какой-то отдельный континент, который потом разошелся, и эти камни были в это время, либо, может, привезли, конечно, туда олени моряки, бог его знает. Ну, может, был зоопарк, да, как угодно. Тем не менее, территория вот эта Перу, где находится между Лимой и Наской, она очень такое непростое. Там находится вот как раз Паракас, где находятся удлиненные черепа, находится место Ика, где вот эти камни с этими изображениями. Итак, переходим к мумии, самое интересное. Значит, местечко, где их нашли, было на границе, как я уже сказал, между Пальпой и Наской. Человек, который там нашел, это местный колхозник, хотя сложно назвать его колхозником, потому что, в общем, нет колхозов. Там кругом, видите, даже по карте видно, там кругом такие пустыни, причем такой из мелкого камня. И какие-то посадки сделать там очень трудно, там нет воды. Поэтому в этом регионе нету никаких заводов, нету никаких плантаций, нет никаких колхозов. Население очень бедное. Этот колхозник, лазя по горам в поисках, видимо, опять же, захоронений инков, не захоронения, а вот золота инков, наткнулся на пещеру, куда он залез, и нашел вот такие вот присыпанные таким белым порошком остатки. Он стал их копать. После этого череда там разных перипетий, вышли на компанию Гая. Наверное, слышали про такую компанию. Она очень любит снимать фильмы про всякие разные такие вот аномальные зоны, аномальные сооружения, аномальные объекты какие-то. И компания Гая сняла сюжет. После этого, значит, пригласили, вот компания Гая, опять же, обратилась к нам, попросила в разных регионах, и в Мехико, и в России, в Мексике, в России, разные люди были в Перу, были привлечены к тому, чтобы проанализировать то, что было найдено. Совершенно независимо. Интересно то, что варианты, представленные там, они очень своеобразные по анатомии. Вот такое было существо найдено с рентгеновскими снимками. Были найдены какие-то оторванные руки. Вот. Но сразу могу сказать, что, значит, компьютерная томограмма была сделана только 3 существам, о которых я сегодня буду говорить. Я не могу комментировать оторванные руки, не могу комментировать вот эти вот существа, которые, как говорят, там вставлены кости из набора животных. Ну, не буду их комментировать, потому что я их не изучал, честно скажу. Рентгеновский снимок костей, когда говорят, что это вот кости куриные, опять же, я не провел исследования этих костей, хотя генетики над этим работали. С такими вот вставками металлическими, которые найдено серебро. Ну вот здесь фотография как раз нашего похода в эту пещеру. Это такое ущелье. Пещера находится на высоте 400 метров над уровнем моря. Причем самое интересное то, что в этом регионе, когда мы шли с местным проводником, он показал, что пещера находилась вот на этой стороне горы. У вас не будет указки-то, да? Нажимать куда? Ага. Вот на этой стороне горы находилась пещера. А на другой стороне горы, вот тут наверху, как сказал проводник, значит, там находятся остатки фундамента какого-то города, который по размерам очень похож на Мачу-Пикчу. Но никто туда почему-то не ходит. То есть он водит туда туристов, там есть камни с изображением трехпалых существ, но правительство совершенно это не интересует. Вы можете стоять рядом с этой пещерой, но совершенно не понимать, где она находится. Потому что все завалено камнями, и вот найти ее просто внешне, стоя рядом, очень сложно. Пещера, одна из пещер, я так понимаю, что там много пещер, потому что когда мы спросили у него, есть ли там еще, он говорит, ну вы к нам еще приедете ведь. Что буду все показывать. Пещера имеет небольшой вход. Видите, она вся покрыта этим веществом, которое называется кизельгур, такое белое вещество. Им были покрыты все эти мумии. Когда влезаешь в эту пещеру, это вещество, оно такое имеет своеобразную летучесть, но как бы оно летает, любое движение вызывает полет этого вещества. И оно тоже осаждается на тебе, там, на стенках, на потолке, где угодно. Вот так вот пещера. Я привез образец этого вещества сюда, отдал у нас в университете на кафедру геохимии, мне сделали электронные микрофотографии. Это доисторические водоросли. Да, это скелет доисторических водорослей. Значит, я понимаю так, ну, поскольку я медик, и мы используем иногда гидрокись кальция при лечении воспалительных заболеваний, широко используется кизельгур в ветеринарии для лечения крупного рогатого скота, делают повязки. Видимо, там pH больше 12. Вот мы все идея меня померить pH, они обещали на этих днях сделать, но как-то все задерживают они такие. Очень консервативные ребята в университете у нас. Значит, рассказываю, что при pH 9 погибает основная группа микроорганизмов. Когда pH больше 12, например, гидрокись кальция, да, мел, то умирают практически все микроорганизмы. Поэтому то, что этот вот порошок, он покрывает всю пещеру, было очень хорошо для этих мумий. Они прекрасно сохранились. Он набирает и влагу, и плюс к этому бактерицидный эффект хороший. Поэтому это уникальные объекты, которые вот остались в Перу.
Но надо сказать, что когда занимался этими мумиями, когда получил компьютерные томограммы, у меня были там вопросы по анатомии. И у нас, если вы знаете, в Эрмитаже хранятся, в Санкт-Петербурге, хранятся мумии, привезенные из Египта. Есть одна мумия, которая вся в бинтах, ее с тех пор, со времени, как ее привезли, там Петр I, так и никто не разбинтовывал. И в прошлом году, наконец-то, спустя там 200 лет, возник вопрос, что же там в бинтах лежит. И решили эту мумию отвезти из Эрмитажа в государственную медсанчасть и сделать там компьютерную томографию. Ее в саркофаге специально перевезли, сделали КТ, и там проанализировали, нашли синдром Марфана, предположительно, что длинной конечностью там 35 лет был. Это был начальник стражи фараона. Судебники определили, что, скорее всего, по синдроме Марфана страдает сосудистая стенка, поэтому наверняка была какая-нибудь аневризма, наверное, он такой молодой умер. Ну, понимаете, когда второй человек в стране, в то время, когда подливают яд, подкладывают змеи, то, в общем, конечно, может быть, синдром Марфана и сыграл свою роль. Но, тем не менее, я приехал к нему с своими компьютерными томограммами, я говорю, знаете, вот у меня проблема, не могу найти почки, не могу найти там вот язык, не могу найти трахею. Вот, он говорит, знаешь, тебе повезло, потому что мумии, которые у нас египетские есть, да, мы вообще ничего не видим. В Египте была традиция, какая бальзамировки. Они делали разрез паховой области 12 сантиметров, влезали туда и, начиная от языка до мочевого пузыря, удаляли все. Плюс к этому долбили через нос основание черепа, входили и отсасывали еще мозг. Поэтому, говорит, то, что вы там в этих мумиях видите органы, вообще у вас это крупная удача. Поэтому, если я могу проанализировать структуру кости, да, по плотности по шкале Хаусфилда, то есть плотность относительно воды, там, воздуха, то проанализировать какие-то вот, соотнести мумии египетские с мумиями Перу очень сложно, да, по плотности. Понимаете, такая же структура кожи была или другая, потому что нету констант. Есть константа для живых людей по компьютерной томографии, констант для мумий вот, пока нету. Мы над этим работаем, может быть, что-то мы получим какой-то интересный результат. Ну, это мы с профессором Коротковым. Вот так выглядят эти мумии, которые мы были там в пещере. По этому поводу была организована конференция в Лиме, нас просили выступить в парламенте Перу. Мы поехали с удовольствием туда выступить, потому что проблема очень серьезная, мы хотим, чтобы ее приняло правительство к рассмотрению. Большая проблема Перу какая? Американская компания готова финансировать передачу этих мумий из частных рук в какой-нибудь университет. Потому что сейчас эти мумии хранятся просто в коробках, в газетах, там, в пенопласте. И, конечно, вот этот кизельгур с них отсыпается, и, конечно, они со временем придут просто в полную негодность. Но ни одна организация в Перу не подписывает официальный договор. Американцы очень так педантично к этому подходят, они требуют подписи с юридической стороны, категорически отказываются поставить подпись. В прошлом году в мае должно было взять университет в Лиме, отказались. В этом году должен был взять институт в Ики. Опять же, это все висит, пока вот не принимается. И пока это не принимается, как вы понимаете, провести полномасштабные исследования невозможно, потому что запрещено вывозить из Перу любой артефакт, это карается законом. То есть то, что мы привезли какие-то образцы и сделали здесь, это в принципе незаконно. И когда мы выступали в парламенте, мы говорили, что нам доставили образцы, компьютерную томограмму легко, да, ее оцифровал и послал через интернет. А провести анализ, который делали у нас в институте УОТа на кафедре в университете, это были противозаконные действия, честно скажем. Тем не менее, были сделаны исследования по углероду независимые и в России, и в Мексике. Участвовал в них главный патронат мексиканского флота. Значит, было получено, что возраст Марии 1750 лет. Маленькая мумия Марии, Вавиты, которая была найдена, такой ребенок, она на 500 лет моложе. Мумии, которые вы видели, вот эти маленькие, 60 сантиметров, они получилось там 3000 лет. Ну, все говорят, что это неправильно, карбон там сбился, что-то там аппаратура не настроена. Кто знает. Исследование, которое было проведено в университете у нас на кафедре, не в медицинском, а в Большом университете имени Ломоносова, значит, подтвердило, что это не папье-маше, что это не гипс, что это биологический объект. Потому что, знаете, в интернете очень много статей, когда пишут, я посмотрел эти мумии через тепловизор, это точно гипс. Читаешь и удивляешься человеку, как вообще через тепловизор можно снять холодную мумию и понимать, что за структура. Да, то есть мы отдаем на кафедру геохимии, просим сделать химический анализ, а человек через телевизор это посмотрел и все понял. Значит, по структуре ДНК, то, что сделали у нас на кафедре в институте ОТА, академик забыл фамилию, возглавляющий наш отдел генетический, значит, теломер. Расположение теломера у Марии такое же, как у человека. Значит, потому что теломер у животных находится в разных сторонах. По соотношению к остальным расам, видите, вот Вавита и Мария, они стоят совершенно особняком. Например, к африканцам или там, к азиатам. И вызвало предположение, что, в общем, Мария – это совершенно какая-то отдельная ветвь
сапиенса, она не относится ни к группе Homo sapiens, ни к денисовцам, ни к кроманьонцам, никому. Это отдельный вариант совершенно сапиенса с совершенно там определенным процентом хромосом. И, понимаете, генетики говорят как, ну смотрите, ну вот у обезьян, например, да, у них 93% хромосом соответствует хромосомному набору человека, но они не похожи на человека. У свиньи там 86% хромосом похожи на хромосомный набор человека, но это не человек. Здесь еще меньше, но относится к человеку. Итак, первая мумия, которую, в общем-то, ну, я считаю, зря сделали компьютерную томограмму, тем не менее сделали, это мумия такого маленького ребенка, зовут ее Вавита, 23%. Ее проанализировали тоже Клара Мартинес, генетик из Мексики и Швейцарии, она возглавляет лабораторию. Проанализировала мумия ребенка 2,5 года, у которого удалены кожные покровы. Видите, вот видно родничок, размер родничка. У нее жуткие дефекты. Можно свет погасить, если вот не сложно? Просто сложно рассказать рентгеновские снимки со светом. О, спасибо, да. Значит, видите, здесь идет перелом шейного отдела, множественные переломы грудного отдела, выбиты передние зубы. Ну, возраст, кстати, можно определить ребенка по прорезыванию зубов. Стоматолог это могу сказать, поэтому где-то 2,5 года определили срок. Есть такие рвано укушенные раны в области поясничного отдела. По пальцам. Первоначально, когда, если вы посмотрите первые самые статьи там, или первые самые репортажи, говорят, что Вавита это была дочка Марии. Ничего подобного. Значит, почему они так сказали первоначально, когда получили изображение? У нее 3 пальца на руках и 3 пальца на ногах. Сейчас, секунду, извините. Видите, 3 пальца. Но, когда вы делаете компьютерную томограмму, видно, что пальцев-то 3, но плюсно, да, у кости, у нее 5. То есть это совершенно нормальный ребенок, просто оторваны пальцы. То же самое произошло у нее с рукой. Если вы посмотрите кисть, да, то вот мы видим на компьютерной томограмме, что есть запястье, есть пястье, вот костей пястья здесь должно быть 5. То есть 4 точно есть, 5 просто оторвали, и мы с вами видим следы удаления ампутации пальцев. Поэтому никак Вавиту отнести к дочери Марии совершенно невозможно. Ну вот тут какая-то была шерсть у нее, сделали анализ, сказали, что это шерсть покрыта жиром ламы, и там какие-то семечки еще вот внутри этой шерсти по компьютерной томограмме. Следующая мумия, которая более интересна, это мумия Марии. Это большая такая мумия, у нее, видите, 3 пальца на руках, 3 пальца на ногах. Она покрыта вся вот этим белым порошком, кизельгуром. Но опять же, почему я делал акцент на то, что в Перу, видимо, присутствие кошачьих, то, что мы видим на испанских гравюрах, потому что, как мне кажется, я понял, как умирала Мария. Скорее всего, она умирала на боку. Об этом говорит, во-первых, положение головы и тела, да, сведенное к земле. В Перу вообще есть такой обычай хоронить трупы в вертикальном положении сидя. Их заматывают различными циновками, там пончо обматывают. И считалось, что мумия Марии тоже была захоронена сидя. Моя точка зрения, что она умирала лежа, и умирала она совершенно вообще не похоронена была, а умирала сама. Потому что на ней не было никаких вообще вот этих вот одежд или каких-то циновок, ничего. Почему я это говорю? Очень большое количество сейчас идет разговоров о том, и вот этот человек, который нашел Марио, на него идут всякие там гонения и судебные процессы, его относят к группе Хоакерос. Да, это люди, которые разграбливают могилы. И там как раз начались процессы, он написал письмо, там помоги, чем можешь. Значит, давление идет на то, что люди грабят могилы. Это, значит, считается таким грехом вообще, вот, и уголовно наказуемо у них. Мне кажется, что Мария и все остальные мумии были найдены в пещере, куда их затащило животное. Именно вот с рода кошачьих. Почему? Значит, видите, если бы хранили эту Марию сидя, у нее складки кожи были бы в другом направлении. Здесь складки кожи, видите, они свисают как раз вниз. Этот прогиб идет кожи именно в этом направлении. Да? По поводу вот моей трактовки, что это было нападение животного, и животное притащило в пещеру пищу. Значит, если мы посмотрим на Марию с обратной стороны, у нее удалены гениталии, удалены мягкие ткани в области малого таза. Видите, да? Опять же, складки кожи, видите, имеют строго определенное направление свисания. То есть, скорее всего, она умирала именно на этом боку, потому что кожа имеет эластичность небольшой промежуток времени. Если мы посмотрим на компьютерную томограмму, знаете, когда говорят, что эти мумии были собраны из разных там, животных, да, там обезьян, там, кошачьих, там, куриц, кого-то еще, там, человека мумии, я, честно говоря, специально прошелся по компьютерной томограмме, проанализировал кожные покровы. Мне было интересно, где-нибудь было нарушение, потому что когда ты выступаешь в парламенте, надо четко представлять себе, да, что это либо это подделка, либо это действительно что-то стоящее. Вот, я проанализировал все кожные покровы, нарушение целостности кожных покровов, вот я нашел только места, где было действительно такое, там какие-то раны, рвано укушенные, там какие-то колото резаные раны. И вот у Марии, если вы посмотрите, да, это легко видно на компьютерной томограмме, видите, вот кожа прерывается, и
и плюс отсутствует копчиковый отдел. Если мы посмотрим сюда, вот на компьютерную томограмму, это постпроцессорная обработка, то есть это КТ, с которого частично убирается плотность. Ну, кто мало с КТ не знаком, да, так мы немножко играем плотностью. И мы, видите, здесь можно увидеть, видите, такие следы, как будто вот клыков. Здесь клык, здесь клык. Это как будто резцы шли. Более того, видите, след как будто прорванной кожи от когтя. Когда коготь там, или какой-то тупой предмет по коже проходит, кожа собирается в складки, и она рвется. То есть не ровно такими фрагментами. Именно вот это мы здесь и видим. Вот. Фрагменты, да? И вот укус. Здесь есть множество такие точки, как будто, знаете, когти вонзались в кожу. То есть, скорее всего, это было нападение животных, моя точка зрения. И, как мы знаем, когда нападают кошачьи, крупные кошачьи, они обычно нападают на животных сзади и пытаются как раз в области, где вот там анальное отверстие, видимо, там самая привлекательная часть, то ли по мясу, то ли по запаху, они пытаются именно там сначала выгрызть все. Более того, сбоку у Марии есть такой вот конгломерат минерала собранный. Вот он здесь виден, да? Как раз где она лежала. Вот он снизу здесь виден. То есть, скорее всего, это стекала кровь. Кровь запеклась с камнями. И получилась такая вот, знаете, кучка такого минерала, которая прилипла к этой мумии. С ней вот вы и переносите сейчас в данный момент. То есть, видимо, она умирала на боку, постепенно теряя кровь, постепенно ей становилось холодно, видимо, она, может быть, сжималась, и таким образом она вот умерла. То есть я к чему веду, что, скорее всего, эта находка относится не к группе Хоакерос, а, скорее всего, к группе спелеологов. То есть человек залез в пещеру и нашел остатки того, что животное притащило. Тогда можно объяснить, почему находятся там отдельно оторванные головы и отдельно оторванные руки. То есть все остальное было просто животными, видимо, съедено. Именно поэтому у Вавиты, который видели маленькое вот это существо, где ребенок, да, то же самое, нету кожи головы, нету глазниц, нету там части кожи на боку. То есть, видимо, животное тоже это все использовало в пищу. Интересно то, что у Марии в области тазового подвздошно-крестцового сочленения находится какой-то камень, кусок. Можно предположить, что Мария упала откуда-то с горы, потому что местность такая своеобразная. И, видимо, этот камень ушел в мягкие ткани. Либо можно предположить, что ей оказывали медицинскую помощь, но так в области фантастики, останавливали кровотечение таким образом. Это моя точка зрения. Больше я отношусь, честно говоря, к тому, что это просто человек упал, и минерал вошел туда вот между костями. Еще, если мы посмотрим, проанализируем компьютерную томограмму, то, значит, череп. Некоторые говорят, вот череп удлинен там, да, у нее. В принципе, он не так сильно удлинен, как черепа Паракас. И когда говорят, значит, что вот эти мумии трехпалые, они там без срединного шва, и черепа, которые найдены в Паракас, они тоже без срединного шва, знаете, скажу как доктор, значит, срединный шов исчезает после 50 лет. Он зарастает. Поэтому то, что мы видим, что здесь нет срединного шва, а у Марии он прослеживается все-таки, плохо, но прослеживается, говорит о том, что Мария не дожила еще до 50 лет, это раз, а все остальные черепа, видимо, это были существа, которые прожили больше 50 лет. И говорить, что какая-то отдельная раса, где нет шва, как-то я считаю, не очень корректно. Опять же, как доктор, с моей точки зрения. По строению черепа. Совершенно нормальное строение черепа. Мы с вами видим и решетчатый лабиринт, видим основную пазуху, гайморовые пазухи там есть. Остатки языка. Причем как раз вопрос у меня был, почему я поехал в строительную санчасть, где египетские мумии анализировали. Вопрос был, мы не видим такой классической формы языка. Какое должно быть оно? При дегидратации ткани языка уходят или остаются такого же объема. Поэтому комментировать язык вот я не могу. Как она говорила, или какие-то звуки издавала, или вообще не было языка, сложно сказать. Отдельная тема, значит, тоже в интернете были такие, иногда читаю всякие негативные отзывы, интересно послушать. Значит, то, что не может быть у мумии выпуклого глаза. То есть обязательно у мумии должны быть впалые глаза. Знаете, интересно то, что по компьютерной томограмме, если мы посмотрим, то у нее за этим веком находится минерал. Такой же минерал мы нашли во рту, у нее за щекой. Вот реконструкция, видите, вот фрагмент минерала. То есть, скорее всего, ее тащили по земле, и вот эта вот земля, такая вот из скальных пород, она забилась за щеку, завилась ей за веко. Поэтому мы видим отек одного глаза, и мы видим за щекой у нее тоже остатки вот этой вот мелкого гравия. Или ушные раковины у нее отсутствуют, следов ампутации мы не видим. То есть, либо это в детстве было что-то сделано, либо она вообще родилась без них. То есть наружу слуховой проход виден хорошо, пирамиды височной кости мы видим ее, но ушных раковин как таковых нет. Есть интересная складка кожи. Она находится у Марии с левой стороны, вот она.
Ну, биологи из Куска утверждают, что это молочная железа, как бы не сделав гистологического исследования, не могу это утверждать, но можно предположить, что это она. Почему, с одной стороны, тоже сложный вопрос. Дальше, если мы посмотрим позвоночный столб, мы видим, что есть перелом в области шейно-грудного отдела, мы видим гемангиому в области грудного отдела, и здесь есть еще такие вот места разрежения костной ткани. Видите здесь? Тут гемангиома. И здесь возникает вопрос, то ли это метастаз от онкологии, то ли это миеломная болезнь. То есть, видимо, у Марии была какая-то проблема, видимо, она передвигалась с трудом вследствие интоксикации, если это были метастазы. Видите, вот они хорошо видны здесь, да, здесь и здесь. И, конечно, она могла стать легкой добычей для животного. Ну, дыхательные пути видны хорошо, да, пищевод виден, вот он проходит. Трахея видна, кольца трахеи не видны, потому что хрящ при дегидратации, теряя большое количество воды, становится практически невидимым. Вот так мы видим голосовые связки, здесь все это то, что характерно для человека. Очень хорошо видны границы сердца, вот они, видны остатки легких. Но легкие очень пневматизированы, там не так много плотной ткани, поэтому, видите, конечно, такой прозрачный рисунок довольно-таки в области легких. Хорошо видна диафрагма. Хорошо виден кишечник, то есть там брижейка, остатки каловых масс довольно плотные такие. И знаете, даже интересно, я поигрался плотностью, в одном месте нашел такое зернышко, похожее на зерно винограда. То есть, видимо, она впиталась виноградом. По скелету, в принципе, Мария похожа на человека. Если не, конечно, остатки, ну, как бы, кисти и стопы. Потому что костей у нее, как и у нас в области предплечья, 2, в области голени 2. Также есть бедренная кость. Что интересного в кисти? Значит, посмотрите, у нее в области, ну вот запястье, если мы посмотрим, да, то оно совершенно имеет такую же структуру, как у нас у людей. Совершенно одинаковое количество костей. В области пястья у нее идут кости, и если у нас есть огромный мышечный пласт, который отвечает за разведение, да, сведение, это тыльные и ладонные и тыльные мышцы, отвечающие за разведение кисти, то у нее, скорее всего, этого не было. Потому что, видите, видно просто вот идут кости, да, и такого мышечного пласта, как у нас, здесь нету. То есть, скорее всего, что она функцию разведения пальцев не выполняла. То есть, скорее всего, она сгибала просто пальцы в одном направлении, цепляясь. Интересно то, что у нее, вот смотрите, запястье идет, кости пястья, и фаланг на каждом пальце у нее 4. Не 3, как у нас, а 4 фаланги. Можете посчитать тут. Я поиграл с постпроцессорной обработкой, но, знаете, честно говоря, очень сложно, потому что очень плотные ткани, очень сложно дифференцировать их. Но, тем не менее, мы с вами видим сгибатели и разгибатели. Вот здесь хорошо видно, да, вот сгибатели проходят у нее, разгибатели. И если была ампутация какая-то конечности, да, то говорят, там, вот у нее ампутировали пальцы, там поставляли ей кости, мы бы увидели обрывки синального влагалища, были бы какие-то сухожилия. Здесь этого нету. Количество сухожилий соответствует количеству пальцев. Коленный сустав очень похож на человека. Кости тоже очень похожи на то, что есть у нас. Большеберцовая кость, малоберцовая кость, то есть видно, костный мозг виден хорошо. По поводу нижних конечностей, мы видим здесь косолапость определенную, да? Плюс к этому, если мы посмотрим на отпечатки пальцев, что называется, да, то у нас они идут так вот дугообразно, у Марии, видите, они идут горизонтально. То есть нет такого рисунка, как у нас, отличается он. Отличается строение пятки. То есть у нас есть пяточный бугор. У нее пяточного бугра нету. Но мои знакомые травматологи говорят, что, понимаешь, говорит, бывает такое, врожденные такие дефекты у людей тоже, когда нет пяточного бугра, и люди-то ходят как бы цокая, опираясь на пятку, опираясь на кончики пальцев. Ну, бывает такое. Ну, наверное. То есть у нее была проблема с передвижением. Мало того, что у нее была проблема с онкологией, видимо, еще проблема с передвижением. Она могла стать легкой добычей для животного. Ну, по сухожилиям, опять же, здесь синальное влагалище и те же сухожилия, они видны прекрасно, и нет следов ампутации, да, что там было больше, было 5 пальцев, было 5 сухожилий, вдруг неожиданно их стало там 3 всего. Так, пальцы на стопе. Самое интересное, конечно, это мумии Жозефины. Значит, там целая группа мумий. Есть отдельно лежащие головы, которые сделали рентгеновские снимки, их не исследовали по КТ. Есть мумии маленьких существ, они размером где-то 62-63 сантиметра примерно. Значит, что интересного такого общего у этой группы? Значит, если мы посмотрим рентгеновские снимки черепа, то мы с вами видим, что форамен магнум, то есть основание черепа, есть отверстие, куда входит у нас спинномозговой канал, куда входит спинной мозг. У Жозефины располагается, и ее группы, располагается по центру, это раз.
И когда говорят, что это черепа обезьян, которые прикрутили там вот к скелету кошки, понимаете, то ничего подобного. У обезьян, у кошачьих, у всех, у ящериц, у всех, кто живет на земле, существа, у них форамен магнум располагается в задней трети. Здесь располагается в центре. То есть, да, можно взять череп, но ты не переделаешь форамен магнум. Более того, видите, что форма форамен магнум, она квадратная, а никак не круглая, что, опять же, не присущно для животных, живущих здесь на земле. У меня здесь пациент, такой хороший человек, очень, мне много в жизни помог, профессор Осипов Дмитрий Ильич, значит, он возглавлял отдел нашей биологической НИИ и руководил кафедрой в университете имени Ломоносова. Он ко мне приехал, я ему так показал, говорю, Дмитрий Ильич, такая ситуация, вот мы тут исследовали мумии. Он радостно уехал, через день мне звонит, это все ерунда полная, это древние ленивцы. Я проконсультировался у нас с зоологами, значит, это мумии древних ленивцев. Хорошо, я влез, опять же, в интернет и нашел, как выглядят древние ленивцы. Как вы понимаете, существа размером 60 сантиметров никак не похожи на ленивцев, ни современных, ни древних. Более того, значит, если мы посмотрим на структуру всех живущих на Земле существ в настоящее время, то мы с вами видим, что у всех грудная клетка имеет грудину, куда сходятся все ребра. Да? Раз. Второе. У всех животных на Земле, ящериц и обезьян, мы с вами видим в области предплечья 2 кости и в области голени 2 кости, чего нету у группы существ, которые относятся к группе Жозефина. Значит, что интересно, у этой группы, если посмотреть компьютерную томограмму, то ключицы сходятся с тернальными концами друг с другом. Есть сустав. Но вот эти вот ключицы, они сходятся под углом. Обратите внимание. То, что мы проанализировали, мумия вот этой вот Жозефины, это единственная мумия, у которой ключицы, они сходятся горизонтально. Потом объясню почему. Просто запомните этот слайд так для себя. Видите, да, вот внешний вид всех мумий, которые там были, у них такая вот форма, такая килевидная грудина. У всех этих мумий, которые относятся к Жозефине, у них есть 3 пальца на руках, 3 пальца на ногах, у всех на голени 1 кость, на предплечье тоже 1 кость. И очень своеобразное строение шейного отдела. Видите, такая длинная шея. Значит, то, что видел я, вот эти вот мумии, которые видели мы, и мумии, которые есть в интернете. Значит, ну, это Жозефина, видите, с плоской вот грудиной, да, здесь. Это Альберта, то, что назвали их. Значит, здесь есть такая выпуклость на животе. Это мумии, которые еще не были представлены. Это нам Марио показал, вот одну из пещеры мы достали, и одна у него лежала дома. То, что он нам показал, то, сам видите, такая выпуклость в области живота. Потом мы к этому вернемся. Как видите, тоже у этих мумий вот строение, очень своеобразное строение, ну, грудины, скажем так, да, как в классической анатомии, строение грудины. Понимаете, на самом деле очень много разных трактовок идет, вот, например, там биологи из Куско, но я понимаю, что они биологи, они не анатомы, им пофиг, что говорить. Они говорят, значит, есть там лопаточный отдел, шейный лопаточный отдел. Понимаете, ну, конечно, может быть, так можно трактовать, но лопатки относятся к группе вообще плечевого пояса, а никак не к шейному отделу. Поэтому я буду говорить про шейный отдел, грудной отдел, классический, а никак не вот лопаточный отдел. У меня воспитание такой классической анатомии. Значит, отличаются они немножко и по форме лица, скажем так. Видите, такая вот форма глабола, например. Я не знаю, связано с половыми признаками или не связано, потому что вот эти 2 мумии, которые я вам показывал только что, да, вот эти вот у них разные, вот это вот глабола, видите, да, даже здесь видно. Причем одна с яйцом, другая без яйца. Может быть, как у лосося меняется во время нереста, знаете, форма, Бог его знает. Сложно сказать, потому что мы не анализировали ни возраст, ничего в этом плане. Значит, строение черепа. Ну, череп имеет контрафорсы. Внутри черепа мы с вами видим остатки борозда от синусов, да, венозных синусов головного мозга, все это есть. Очень интересно, в заднем отделе черепа есть такая вот полость воздушная, какая-то пазуха, для чего, сложно сказать, она как бы связана с чем-то, не связана, сложно предположить даже. Строение головы очень своеобразное. Значит, ну, на черепе мы с вами видим, бросаются сразу вот сосцевидные отростки, да, к которым прикрепляются, ну, у нас кивательные мышцы. Значит, это как бы голова поворачивается в сторону. Ну, такая параллельная функция, это поворот головы. И мы с вами знаем, что если мышца работает активно, то кость начинает расти. То есть здесь довольно такие вот выраженные сосцевидные отростки, вот они видны на компьютерной томограмме. То есть, видимо, шейный отдел у него вращался очень хорошо. И плюс к этому, по количеству позвонков шейного отдела, можно предположить, ну, по аналогии с ленивцами, у которых тоже такое же количество позвонков в шейном отделе, можно предположить, что вращение головы происходило на 270 градусов. Это трактовка биологов, которую я поддерживаю. Значит, когда говорят о том, что это была подделка, понимаете, очень сложно. Конечно, можно взять череп обезьяны, но вопрос, вот здесь мимические мышцы, идущие от глазницы, их подделать как?
Как можно ставить в мумию, да, вот мышцы, которые четко были привязаны, например, там, к нижней челюсти или там, к мышцам глотки, например. Мы с вами видим у этой мумии неглубокие глазницы. Там сверху где-то буквально 2 мм, снизу 7 мм. Мы видим канал зрительного нерва, который есть. Есть какие-то отверстия вот в голове, их тут 3 штуки, когда легкая постпроцессорная обработка, и когда более глубокая, и вот еще 3 отверстия появляются, и они идут в полость черепа, соединяются с пирамидой. Именно по этим отверстиям, по 3 пальцам, биологи из Куско сказали, что это рептилоиды. Это как бы схоже с рептилиями. То есть древние динозавры, они там проанализировали, сказали, что древние динозавры было тоже отверстие в голове, что это очень похоже. Как раз вот с лекцией Татьяны очень перекликается рептилоиды. Внутри черепа есть пирамида височной кости. Такое плотное образование, она самая плотная вообще по структуре черепа, такая, в которой есть, помните, да, там всякие разные пазухи, отверстия. Это пирамида. Поперечный срез пирамиды, продольный срез пирамиды. Но пирамида, знаете, она отвечает за функцию, во-первых, орган слуха располагается у нас в ней, и плюс к этому орган равновесия. Поэтому какие функции выполнялись там, сложно сказать. Но тем не менее пирамида есть. Очень интересное строение носа. Значит, мы с вами видим наружный нос, мы с вами видим, что полость как бы открывается в полость черепа, но при этом в этом самом проходе там находится какое-то вещество. Оно гораздо плотнее, чем воздух. Это не кость, это не хрящ, оно менее плотное, чем вот эта структура. Может быть, это фиброзная ткань. Это делает, конечно, гистологическое исследование, но тем не менее, там они не пневматизированы, носовые ходы. Если мы посмотрим на челюсти, значит, верхняя челюсть, нижняя челюсть. Видите, такие пластины. То есть отличается строение челюсти. Опять же, у кого на Земле можно найти такую структуру. И если у всех мумий и у оторванных голов такая структура, кому нужна была такая сложная подделка? Ну, подделай ты 3 пальца и продай, да, по идее. Зачем мудрить с такой анатомией? Более того, мы с вами видим, что вот в этом месте, видите, была травма. Потому что здесь вот видно хорошо место сустава, да, вот верхняя челюсть сходится с нижней челюстью, здесь суставчик находится. А здесь была какая-то травма. Потом о ней поговорим чуть позже. Если мы посмотрим на тут объемную реконструкцию изо рта, видите, вот сустав какой идет. То есть такой он по типу шаровидного, скользящего. Здесь место травмы, сустав разрушен. Очень своеобразное строение глотки. Видите, такая она маленькая. Если мы посмотрим на поперечном срезе, видите, вот маленькая глоточка такая. Возникает вопрос, где пищевод, где вообще вот пути для приема пищи. Значит, на конференции в Лиме был такой Роберт Салас. Это американец, который в свое время был офицером, служил на военной базе, где были баллистические ракеты, где система наведения была, значит, это была шахта, сверху было поле, стоял маленький такой деревянный домик, в котором сидел часовой, все было огражено забором с колючей проволокой. Неожиданно к ним, по-моему, в 1976 году прилетел светящийся летающий объект. И тут же отказало вообще все оборудование по навигации, все электричество, все генераторы вышли из строя. И 10 минут шахта была вообще просто обесточена. После этого они выступали на парламентской комиссии, давали отчет, почему Америка была небоеспособна 10 минут. После этого события Роберт Салас стал заниматься тем, что вот он стал общаться и пытаться ездить по всем местам, где были какие-то инциденты, где были какие-то остатки разбившихся летающих тарелок, фотографировать маленькие музеи, общаться с людьми, которые какой-то имели контакт с инопланетянами. И когда я с ним поговорил, я не приемлю тему инопланетян, тем не менее все равно к ней возвращаюсь, да, как обратили внимание. Я спросил, Роберт, скажите, а вот Розыгрыльский инцидент, это правда или нет? Потому что очень много пишут, что это там разбился зонд, там, да? Он говорит, да, это была правда, это разбился летающий объект, и он общался с людьми, которые обслуживали этих существ, которые оттуда выпали. И он говорит, что человек, которого он успел застать, там, по-моему, капитан был, который занимался общением с ними, там, уходом за ними, он говорил, что очень своеобразное питание. Они брали какие-то вафли, очень похожие на металлическую пластинку, клали себе в рот, эта вафля растворялась, и все, на этом вот питание заканчивалось. То есть, скорее всего, ну, так, если мы будем сопоставлять эти факты, то такой вот тип питания, как привыкли анализировать мы, да, что надо обязательно взять ложку, там, залить куда-то какую-то трубку кишечную, чтобы это протекло в желудок, там, видимо, такого нету. Поэтому видим маленькую глотку. Интересное строение шейного отдела. Значит, шейный отдел представлен несколькими вариантами позвонков.
Значит, верхний отдел, такие вот цилиндрические позвонки, и нижний отдел, здесь такая более классическое строение позвонка, где есть тело, и есть дужки, и есть отростки. Значит, ну, если мы посмотрим на строение вообще человеческое, да, вот по анатомии, у нас всегда есть тело позвонка, есть спинномозговой канал, есть остистый отросток, есть поперечные отростки. Ну, в шейном отделе тут нет тела, но тем не менее все равно сохраняется кольцо вот это костное. Верхний отдел у Жозефины и похожий ей, видите, представлен такими очень сообразными телами позвонков. Оно как цилиндр, но с одной стороны есть вырез, и в нем проходит что-то типа спинного мозга. Оно находится прямо под кожей. То есть, в принципе, любой удар по шее, и существо уже практически должно было погибнуть, по идее. Ну, я сделал такой рисунок, позволил себе такую реконструкцию, потому что на компьютере не получаются, либо исчезают позвонки, либо исчезает спинной мозг, поэтому что очень плотная структура, там она сложно с ней играться по компьютерной томограмме. Тем не менее, смотрите, спинной мозг проходит в этой борозде, вот здесь, да, по шейным позвонкам, а дальше идет позвонок, пятый, у которого есть такой вот вырез. Он немножко как бы выступает за границу вот этого вот шейного цилиндра. И как раз в этот вырез входит спинной мозг сюда. И дальше начинаются классические тела позвонков, которые имеют уже тело, они имеют остистые отростки, поперечные отростки. Еще интересно то, что значит, вот пятый и шестой позвонок, видите, здесь видно, они как бы разрушены. Спинномозговой канал уходит. Еще вот на этом уровне очень интересно отходят какие-то два тяжа в передний отдел. Не могу сказать, что это такое, то ли зрительные нервы, то ли... Значит, два позвонка, пятый и шестой. Такое ощущение, что у них отсутствуют тела. Потому что за ними, вот седьмой, там, восьмой позвонок, видите, тела есть. И тела не как у животных, которые живут на земле, цилиндрические, а тела представлены какой-то горизонтальной пластиной, причем эта пластина находится под таким неким углом небольшим. Там 36 градусов примерно угол наклона у них. Вот они идут, эти пластинки, тел позвонков. И вот, видите, разрушены два позвонка. Вот они. Здесь, видите, отсутствует тело. Почему на это обращаю ваше внимание, на разрушение тел позвонков? Потому что ниже классическое тело позвонка, да, спинномозговой канал, поперечные отростки, остистый отросток, все по классике. Наклон позвонков. Почему я говорю это? Смотрите, у нее очень интересно, у Жозефины, единственная мумия, как я говорил, да, у которой грудная клетка не углом, она плоская. И как раз в этом месте мы с вами видим, что ключицы не имеют вот этого сустава, то есть нет стернальных концов, они удалены. Здесь видна линия перелома, вот она проходит. Здесь видна, здесь видна. И это единственная мумия, у которой на груди находится металлическая пластина. Пластина, такое ощущение, что ее ковали. Да, так. По исследованиям, был сделан химический анализ, значит, это медь в большем составе. Как мы с вами помним, медь имела, во-первых, бактерицидную функцию. Да? Она имеет, делали медные браслеты, делали медные пластины для излечения ран. То есть такое создается ощущение, что у Жозефины была какая-то травма, после которой ей ампутировали часть, вот эти стернальные концы ключиц, ей убрали тела позвонков, которые были как раз на этом уровне, и сделали какую-то шину. Возникает вопрос, если это было, даже хотя бы, пускай это будет не 3000 лет тому назад, а хотя бы там, возьмем уровень Марии, пускай там Карбон ошибся, в 1200 году, когда в Перу бегали ребята на бедренных повязках, кто делал эти медицинские манипуляции? Должен заканчивать? Можно я быстро покажу, еще интересно, ладно там. По поводу травмы, значит, у нее травма, то, что мы говорили с вами на челюсти, травма ключицы 55 мм. И в грудном отделе есть две травмы, тоже переломы позвонков, которые с кортикальной пластинкой. То есть после этой травмы она жила. Кто-то оказал медицинскую помощь ей. Ребра кольцевидные, непрерывные, когда говорят, что это самая подделка, у кого на земле можно найти кольцевидные ребра. Даже у змеи они расходятся, и пища проходит внутрь. Очень своеобразное строение. Есть плавающие ребра, 11-10 ребро. Вопрос, зачем делаешь подделку, зачем нужно вставлять плавающие ребра? Зачем мучиться на это? Очень своеобразное строение кожи. Плечевой отдел похож на наш. Своеобразное строение суставов, и локтевого, и коленного. Сверху получается такое, как корона, идут выросты. Снизу идет как будто шаровидная форма. И между ними какая-то прослойка по типу фиброзной ткани, может быть, по плотности, с какими-то баллонами. То есть у нас поверхности они трутся за счет жидкости, да? У нее есть прослойка с баллонами. Видим, баллоны перетекают одно в другое, давая возможность двигаться конечностям. Вот видите, видны эти баллоны внутри. Но строение кисти нет запястья, одна кость всего. Пальцы здесь, сопряжения не будем об этом. Тазовый отдел очень своеобразный. У них у всех, не как у нас, нет такого классического кольца с лобковой костью и крестцом, да, просто идут подвздошные кости, опираются на бедренную кость.
Коленный сустав тоже такой же, видите, сверху идут выросты, как у короны, снизу идет шарик. И между ними такая прослойка с баллонами. Стопа очень интересно, голень раздваивается, здесь какая-то жировая ткань. Но биологи искусства говорят, что очень похоже на строение лапы казуара. То есть такой же. В области плюсны какая-то полость, и плюсно представлена одной костью, 3 пальца. В брюшной полости органы представлены какими-то петлями, не понимаем, что это, честно говоря. Единственное, есть такое вот полое образование, похоже на аорту, с отходящими сосудиками. То есть, видимо, кровоснабжение какое-то было. И внутри видны такие 3 объекта. Когда говорят, что это внесенная галька, там ей в живот сунули, что-то еще такое, в статье в интернете есть по этому поводу, то видите, они вокруг себя еще имеют мягкие ткани. То есть, если ты внес бы это потом, то ткани отдавились бы и не было окружения вот этого мягкотканного. Что это за образование? Но видите, биологи искусства, они исследуя, нашли, что здесь находится по типу яйцевода, здесь как клоака, и здесь маленький фрагмент яйца. Я поиграл с постпроцессорной обработкой, то есть уменьшаешь плотности, и вот это вот овальное яйцо, которое было, оно выдало нам вот такую форму. Очень похоже на эмбриона человека 8 недель. Ну, вы знаете, что формирование эмбриона происходит разное у разных видов, да, то есть у человека там 8 недель, у курицы это может быть там 4 дня, у слона это может быть там 2 месяца, поэтому сказать точно возраст мы не можем, но похоже на эмбрион человека 8 недель. Спасибо за внимание, извините. Вместо послесловия. В своих устных интервью, которые Дмитрий Галецкий давал прессе, он говорил, цитата: «Образцы тканей из разных тел были переданы в квалифицированные лаборатории. Митохондриальная и ядерная ДНК были извлечены. Митохондриальная ДНК поступает от матери, а ядерная ДНК – от обоих родителей. Наиболее значимые результаты в отношении ядерной ДНК показывают, что Мария имеет только 30% ДНК, соответствующей ДНК человека, Виктория имеет 20% соответствия, и Вавита 24% соответствия. Для сравнения, соответствие между шимпанзе и геномом человека составляет 98,77%. Кроме того, ДНК сравнивали со всеми другими геномами животных, бактерий и вирусов с использованием базы данных Национального института здоровья БЛЭСТ в США. Эти результаты также не нашли соответствий. Хотя тесты показывают, что митохондриальная ДНК одной из оторванных рук почти на 100% соответствовала ДНК человека, но недавний тест показал, что ядерная ДНК, извлеченная из руки, показывает только 10% соответствия. Однако в настоящее время проводятся другие исследования, результаты которых будут предоставлены в будущем. Отчеты о завершенных результатах испытаний доступны на веб-сайте Alien Project. Конец цитаты. Ссылка на сайт Alien Project в описании под роликом. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь, комментируйте, жмите на пальцы, и до новых встреч. Монтаж студии Эльмукон.